Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем пирожные ежики. Этот рецепт на самом деле легендарный, потому что он у меня еще с уроков домоводства. Очень старый и очень легкий. Все мне писали, когда я сделала пирожные белочка, кто-то писал, что это не белочка, это ежики. У меня абсолютно разные рецепты. Ежики, белочка и лакомка. Три очень похожих на себя вида пирожных, но вкус абсолютно разный. Приготовьте. Мне кажется, получится у всех, потому что получалось у нас, когда мы учились еще в 6-7 классе. Поэтому рецепт легкий, доступный для всех, из самых доступных продуктов и получится у всех. Начнем печь, мои дорогие. Для наших ежиков нам нужно будет взять сегодня 3 яйца. Отправляем в посуду, где будем делать тесто, и пол чайной ложечки соли. Все это хорошенько нужно перемешать. Духовку тут же включаем разогреваться на 180 градусов. Мне кажется, этот рецепт такой легкий, что просто легче не бывает. Сюда же добавляю 1 банку сгущенки, сгущенного молока, 390 грамм. Всю раскладку в граммах я вам, конечно, дам внизу под видео. 100 грамм сливочное масло у меня здесь растопленное. Можете взять маргарин. Главное, чтобы оно было не горячее. Все это хорошенько перемешиваем. Вот такая молочная смесь у нас получилась. Добавляю чайную ложечку соды. Нужно будет ее погасить уксусом, приблизительно 1 столовая ложка уксуса. И точно так же соду добавляем в тесто. Ванилин. Можете добавить ванильный сахар. Перемешиваю. И сейчас я добавлю муку. Муки уходит ровно 1 стакан, 160 грамм. И 1 столовая ложка какао. Все это перемешиваем. Все, тесто у нас уже готово. Видите, получается очень-очень быстро и легко. Можно, конечно, это все сделать и миксером. Я просто вам показываю самый легкий вариант. Вот такое тесто должно получиться. Форма у меня 36 сантиметров на 26. На дно, конечно, я постелила пергаментную бумагу. И выливаю все тесто. Если у вас форма будет побольше, то же самое, можно точно так же все испечь. Распределяю равномерно. Можно даже это испечь, можно тесто испечь и в круглой форме, конечно. Стараемся, чтобы все у нас было ровненько. Постучу об стол обязательно. И отправляю выпекаться. Выпекался корж сегодня у меня ровно 15 минут при температуре 180 градусов. Пройдусь ножичком по краюшкам. Переворачиваю на доску или на любую ровную поверхность и снимаю бумагу. Корж пока еще горячий. Нужно будет дать ему хорошенько остыть. И сейчас будем делать сироп. Для сиропа сегодня я делаю обыкновенное какао. Можете то же самое просто-напросто пропитать корж простым молочком. Но с какао получается намного вкуснее. 3 чайные ложечки сахарного песка, 1 чайная ложечка какао. Все это хорошенько перемешиваем. И заливаем кипящим молоком. 200 миллилитров горячего молока здесь у меня. Как только закипит молоко, буквально тут же сверху наливаем на какао. Перемешиваем хорошенько, чтобы не было никаких комочков. И оставляем в сторону, чтобы сироп тоже у нас остыл. Корж полностью остыл. Формочка у меня 6 сантиметров. Можете сделать побольше ежиков, можете сделать поменьше ежиков. Кому как удобно. И начинаю вырезать вот такие шайбочки.
Они получаются достаточно высокие, мы их будем разрезать в серединке. Получилось у меня 20 кружочков. Остатки нужно будет измельчить на крошку. Можете это сделать руками, можете это сделать в блендере, кому как удобно. Вот такую крошечку нам нужно будет сделать. В блендере, конечно, получается все это быстрее. Крошку я сделала уже. И теперь займемся приготовлением ежиков. Каждую шайбочку нужно будет разрезать, как я вам уже сказала, пополам. Я разрезаю все шайбочки сразу. И сейчас я их буду пропитывать сиропчиком. Делать это, конечно, очень удобно кисточкой. Все шайбочки я уже пропитала. Сейчас займемся кремом. Пока пропитываются наши кружочки, делаем крем. Для крема 200 грамм сливочного масла комнатной температуры, ванилин или ванильный сахар нам нужно будет взбить. Вот сейчас нам понадобится миксер уже. Масло взбиваем до пышности и добавляю сгущенку. Банка сгущенки опять-таки уходит 390 грамм здесь. В общей сложности на весь рецепт уходит 2 банки сгущенки. Взбиваем крем. Крем взбивается очень-очень быстро. И начнем приготавливать ежики. Приблизительно где-то около 1 чайной ложечки крема нужно будет отсадить на половинку из кружочков и накрыть второй половинкой. Я это делаю ложечкой для мороженого. Обычно ложечки для мороженого 3 размеров. Большая, средняя и маленькая. Вот здесь у меня самая маленькая ложечка для мороженого. Но все вы можете сделать обыкновенной чайной ложечкой. И сейчас накрыли второй половинкой. И сейчас нужно будет оставшимся кремом промазать хорошенько бока каждого пирожного. Конечно, мне многие пишут, что намного легче сделать это все одним коржом, смазать кремом и резать. Но совсем другой вкус получается у пирожных и совсем другой вкус у одного коржа. Сверху точно так же смазываю оставшимся кремом, обваливаем в крошки. И получается у нас вот такой ежик. И вот такие замечательные ежики у нас получились. Эти пирожные можно делать и подавать сразу к столу. Не обязательно их оставлять. Они получаются мягкие, вкусные и очень-очень ароматные. Ну что, мои дорогие, будем прощаться? Мне кажется, сегодняшний рецепт понравится всем, и все с ним справятся. Он очень-очень легкий. Заходите ко мне на канал. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. И будем дружить. Всем приятного аппетита, приятного чаепития. До новых встреч. Пока-пока. Всех люблю.